Маршал, думай, Серго, сегодня мы говорим о теме, которая редко звучит громко, но касается основ справедливости, памяти и будущего. Речь пойдет о Чеченской Республике и ее месте в контексте международного права. Что видит и чего не видит мировое сообщество, где заканчиваются границы закона и начинаются границы политики. Наш гость сегодня — это политический обозреватель, внимательно следящий за международными отношениями и тем, как работает или не работает право на глобальном уровне. Это Рахман Музаев, мы его часто знаем как Фараму. Если можно, буду обращаться так: Дедикхыл, Фараму Машвогыл. Маршал Хилтона, Маша Мокшлил. Сразу перейдем к вопросам. Почему Чеченская Республика решила стать независимой в 1991 году? Чтобы многие поняли, что тогда происходило в стране и в мире. Ну, в мире много что происходило, но в частности в Советском Союзе произошли многие изменения. Впервые был съезд народов, в смысле верховная власть принадлежала Верховному Совету СССР. И впервые генеральный секретарь партии, в общем-то, по большому счету, был выбран не коммунистической партией, а уже президентом Советского Союза. Это предпосылки к этому были уже, перестройка там и так далее. В течение уже 5 лет шли изменения. И вот на первом съезде, кстати, и депутатов выбрали по-настоящему в этом депутатский корпус, Верховный Совет уже был, избранные были депутаты там. Не как в течение там 70 лет советской власти, когда одна кандидатура избиралась, там, утверждалась и так далее по регионам. А тут народное участие в избрании депутатов было по-настоящему. И, в общем-то, депутатский корпус, там агитационная работа и так далее, насколько это было справедливо и честно, это судить историкам и там детально изучать это дело. Но факт в том, что это было по-настоящему народное участие в избрании депутатов. И вот этот депутатский корпус, Верховный Совет, он многое изменил. Мгм. В тот же самый период было избрание и российских депутатов. И появился новый институт власти Российской Федерации. Это институт президента и парламент уже российские. Тоже были избраны по тому же методу, понятно, да? И в Мгм. результате происходил процесс, вот в 90-91 год, происходил процесс демократизации общества, Мгм. в общем, активного участия населения в жизни своей страны. В общем-то, Горбачев, первый президент, и он же последний Советского Союза, в общем-то, держался такого настроя, чтобы демократизация происходила поэтапно, Мгм. чтобы участие народа, все это не лавинообразно было. Но общество требовало какого-то радикального изменения, и в этот момент произошел такой, ну, сегодня там называют это, там, когда объясняют этот период, периодом там балета по телевизору, там попытались, значит, консерваторы коммунистического строя попытались, значит, реабилитировать свою, восстановить эту диктатуру коммунистической партии. И в этот
момент, там, Горбачев там где-то в отпуске был, и все, насколько он участие принимал, не принимал, это остается загадкой до сих пор. Но факт в том, что вот это ГКЧП послужило поводом для того, чтобы люди вышли на улицы. Мгм. Уже под руководством, вот, в частности, первого президента российского, Ельцина, и началось противостояние между властью российской СССР и вот, Советского Союза. Мгм. Там во главе стоял президент, которого пытались сместить вот это ГКЧП. И надо еще подчеркнуть, что в этот период был опрос населения всего Советского Союза, хотят ли остаться, ну, сохранить Советский Союз и так далее, да? И Мгм. в этот самый период большинство населения Советского Союза продемонстрировало свою приверженность сохранению Советского Союза, но изменившимся, в смысле власть, там, демократическим путем, чтобы была и так далее. И в частности, в Чеченской Республике произошли в этот период очень серьезные изменения. Настолько серьезные, что политическая власть просто, которая, в общем-то, следовала указам президентским Советского Союза, произошло. Дело в том, что по указу президента, когда противостояние между российской и советской как это, союзной властью, президенты противопоставили себя друг другу, я имею в виду Ельцин и Горбачев, и в этот период они издавали законы, указы. Мгм. И вот в этот период значит, президентом Советского Союза был издан указ там, в общем, возможности субъектов федерации, значит, выйти из состава федерации и быть в составе Союза уже как независимый субъект. Это, в этот момент использовала ну, не только чеченская, и Татарстан, и некоторые То другие, есть, но в частности Чечено-Ингушская республика мгм. официально вышла из состава, ну, в смысле, опрос, там, голосование, Верховный Совет Чеченской Республики, ну, То позже есть этого. были такие законы, на которых Чеченская Республика, до сих пор еще юридически Ичкерия, основывала свое право стать независимой. Там поэтапные дела. Дело в том, что в этот момент Чечено-Ингушская республика автономная была, в смысле, чеченцы и ингуши были в одной республике. Мгм. И территориально, и население. И э, вот председатель Верховного Совета ЧССР, Мгм. он же первый секретарь партии, Доку Завгаев, и вот у Верховного проголосовали они за то, чтобы выйти из состава РСФСР. В этот же период из состава Советского Союза вышли три балтийские страны: Эстония, Латвия и Литва. Мгм. И в состав Советского Союза входили 14 республик союзных, Мгм. 13 оставшие, точнее 13, да, 13, 12 оставшиеся, которые и так были союзными, да, там, да, Туркменистан, ну, я не буду перечислять. В Мгм. общем, все вот эти Грузия, Украина, РСФСР и так далее, да,
И Чеченская республика, Чечено-Ингушская республика стала союзной республикой Мгм. уже в 91 году. И когда в конце, ну, в декабре, в конце года 91 года Союз развалился, там Беловежская, это белорусский, украинский и российский президенты там подписали договор, и, в общем-то, это послужило поводом к тому, что Советского Союза больше не существует, и, допустим, Украина, Белоруссия и Россия становятся независимыми государствами. Автоматически все остальные государства, Армения, Грузия, там, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Чеченская республика, в общем-то, э, превратились в суверенные государства. Чеченская республика, я почему говорю, в этот же период, это удивительное время перемен, в этот же период произошел Всемирный съезд чеченского народа, который потом переименовали в Конгресс народов, да, Мгм. там, Мгм. чеченского народа. Вот этот вот съезд, Всемирный съезд, я подчеркиваю, Мгм. решил о образовании суверенного государства, да, и ингуши решили, ну, там были у них территориальные вопросы на границах с Осетией, там, и внутри Советского Союза много проблем территориальных. Это создано было специально для того, чтобы разделять и властвовать. Москва в этом отношении не очень отличается от других империй, но в частности вот в данном случае там вообще самое, наверное, проблемная территориально Мгм. проблемная страна в мире, потому что Мгм. созданы там э, автономии какие-то, которые, в общем-то, Искусственные такие. отделены, одна часть народа отделена в другую автономию и так далее, и границы там несправедливы. Одним словом, созданы проблемы, которые вечно будут существовать. Мгм. Ну, в надежде, что они будут регулировать это и так далее, как третейский судья. И вот, в частности, вот этот вот вопрос послужил поводом для того, чтобы Ингушетия осталась в составе Российской Федерации, Мгм. ну, России сегодняшней. А Чеченская Республика определилась с границами, Мгм. и вышла, ну, в смысле, вышла из состава РСФСР по международному праву, по всем законам, используя законы Советского Союза. Там никаких проблем в этом нету. Так Все можно было юридически обосновано считать, и да, мгм, абсолютно законно. настоящим Никаких государством? военных, вот как некоторые говорят, революционные никаких революционных движений, никаких сопротивлений, никаких противостояний внутри республики не происходило. Мгм. Просто вот эти вот митинги, они были вот в поддержку сохранения, началось все с сохранения Советского Союза, по большому счету, Мгм. и на этих же митингах говорили о суверенности Чеченской Республики, ну вот, о суверенности, но не планировали выходить или рушить Советский Союз. Советский Союз разрушили, в общем-то, и Ельцин, там, как его, это президент Украины и президент Белоруссии, в общем-то, на тот момент, которые были. Так произошло это. Мгм. То есть можно было считать Чеченскую Республику настоящим государством по международным правилам, и у Чеченской Республики были все признаки страны, территория, народ, власти, законы. Это так получается?
Абсолютно верно. Мало того, что считать, не считать, признавать и не признавать – это дело третье. Дело Ну, в том, что это государство уже существует и существовало от того, что ты его оккупируешь, воюешь с ним или Мгм. не признаешь его, оно же не перестает существовать. Оно в своих границах превращается там в оккупированное, воюющее и так далее, там не наполнено содержанием, вот эта суверенность, экономические дела, там некоторые политические институты, как, может, несовершенные, но это же по большому счету дело времени. Любое государство строится на базе того, что ты перечислила, Мгм. там народ, территория, там и так далее. И но институты власти там другие институты социальные, политические и так далее, Мгм. они же наполняются, вот эта вот суверенность наполняется содержанием. В некоторых странах это десятки лет происходит. Мгм. Ну да. Там же э, и экономически, и политически противодействие российское соседство превратилось для нас в проблему, М. по Ну почему большому. другие страны не признали Чеченскую республику независимой? Опять мы возвращаемся к России. Мгм. Россия является, ну, во-первых, она унаследовала все долги и, значит, все решения вопросов унаследовала Советского Союза, как когда-то Российскую империю унаследовал Советский Союз. И ну, определилась с границами и так далее. И от того, что Россия в 93-м уже, через 2 года после этого определилась с границами, включив туда незаконно М. Чеченскую республику, от этого же они могут и Америку туда включить, если хотят, хоть Африку, весь континент. Они могут, Понимаешь, да. о чем я вообще говорю, ты можешь рисовать что угодно, существует юридическое право, международное право, законы и так далее. И вот Чеченская республика, она функционировала уже как самостоятельное независимое государство, точно так же после развала Советского Союза, в смысле, просто наполняла содержанием свое М. государство. Но дело в том, что при всем том, что Чеченская республика не имела опыта прошлого Мгм. суверенного государства, да, и перед этим находилась все время там более 100 лет, там, 150 оккупированная Российской империей сначала, потом в составе Советского Союза. И вот она выходит из состава Советского Союза не по своей инициативе, а потому что Советский Союз развалился. А Мгм. она уже суверенная страна, точно так же, как и российская, которая входит в состав э, Советского Союза как независимое государство. Понимаешь? И вот в этот период, кстати, на выборах, вот да, на съезде, вот, Всемирном съезде чеченского народа был избран исполнительный комитет, Мгм. и вот этот вот исполнительный комитет, ему было поручено, значит, организовать выборы депутатского корпуса и президента, Мгм. как высшего органа исполнительной власти. И вот этот вот выборы прошли, значит, в октябре, и абсолютно и российские представители на этих выборах участвовали, как независимого чеченского государства. Мгм.
президента выбирали там присутствовали иностранные, европейские представители. Абсолютно все было легально, никаких там противодействий. Поэтапно должно было это наполняться содержанием, вот эта суверенность, независимость и так далее. Но Россия в России в этот период была смута, много там проблем своих, Мгм. там борьба за власть и так далее. Это же все-таки было свежо, да, хоть это опыт самостоятельного государства имеет Россия, но по большому счету это была империя, и вот после этой развала этой империи, получается, нужно было где-то сохранить это же наследие империи все равно. И сегодняшняя Россия, это же туда входят отдельные национально-территориальные образования, которые, в общем-то, насильно захвачены. Там кровью, огнем и мечом прошлись по территориям этих республик, ну, в то время не республик, но, во всяком случае, народов этих. Мгм. И захвачены эти территории кровью, там, слезами и так далее. И в связи с этим вот это сохранение этой республики, республик, точнее, республики РСФСР, да, сегодняшней Российской Федерации, это было, в общем-то, нелегкое дело, мягко говоря. Все-таки вот этот дух свободы, вот это вот разговоры о независимости, они же были уже на других территориях тоже, не только на Мгм. нашей территории. И в этот период, надо сказать, Татарстан, по Мгм. большому счету, мощнейшая республика, которая входит в состав России, она тоже претендовала на независимость. Ну, Мгм. там много всяких интриг и делов. По большому счету они уговорили их там, Мгм. чем, как, там, методы, там, огнем, мечом или деньгами, это уже другой вопрос. Вопрос в том, что вопрос решился, и они подписали договор. Мгм. Э, Чеченская республика, Ичкерия, не подписала этот договор и не вошла в состав России. И Мгм. она является по сегодняшний день значит, независимым государством, которое оккупировано. И вот эта вот коллаборационная власть сегодняшняя, она фактически нелегальна. Мгм. А, о легальности и законности становления и существования Чеченской Республики Ичкерия абсолютно нету никаких споров. Просто само признание – это поэтапно, это не так быстро делается. Вот Ну, мы тебя конечно. признали, сразу посольство во всех странах мира Мгм. открыли и так далее. Это же очень серьезное дело. Это время, деньги, Мгм. экономическая составляющая, там, политически налаживать отношения, там, регулировать. Это очень, в общем, Мгм. поэтому не так быстро это делается, по большому счету. Дело в том, что вот, допустим, Россия или там Украина, у них какие-то институты уже существовали, понимаешь? Даже в ООН заседали и Россия, и Украина. Хотя в Советский Союз это вроде одна страна была, да? Но, наверное, для того, чтобы больше голосов иметь, ну как они, международное сообщество с этим согласилось, я не знаю, я не очень понимаю, как это одна страна имела своих представителей там отдельно. Украинские заседали и в ООН, и все было. Я хочу сказать, что институты нам нужно было не только создавать, но еще, чтобы они о своем присутствии, там, члены в НАТО, там, других организациях где-то, чтобы это все было, нужно было время. И Ну, в этот конечно. период нам очень сильно мешали, целенаправленно мешали, и влияние свое на международной арене, Россия была влиятельная страна на международной арене до сегодняшнего дня,
когда начинает немного просыпаться международное общество, Мгм. сообщество и, в частности, лидер международного сообщества, как бы там нравилось, не нравилось это кому-то, президент Соединенных Штатов Америки является самой авторитетной личностью в мире на сегодняшний день. Я имею в виду на политической арене. Мгм. Насколько там он лучше, худший, мы же не об этом говорим. Мы говорим об институте и о должности, и о его возможностях решать определенные вопросы, даже войны и мира, и там экономического состояния государств. Соединенные Штаты Америки могут и в состоянии помочь любой стране, и в то же время нанести сокрушительный удар по экономике любой страны. Мгм. Э, По большому счету это правда. Конечно, они иррационально не будут действовать. Я просто говорю о Да, возможностях, о потенциально силе, о возможно. Мгм. потенциальном состоянии. А была ли война России против Чешской Республики Ичкерия нарушением международных законов? Безусловно, безусловно. Э, Вот как мы уже говорили, Чеченская республика Ичкерия, она, в общем-то, была образована, э, из- используя международное право и все законы, международные законы и законы Советского Союза, в которые входила как член, как состав Советского Союза, как отдельная независимая республика. И когда Советский Союз распался, то Чеченская республика была такая же независимая страна, как и Россия, Российская Федерация. Мгм. И Российская Федерация, вероломно напав в 94 году, в смысле в декабре, на Чеченскую республику Ичкерия, она совершила международное преступление. Мгм. Но дело в том, что право сильного, как я говорил, авторитет на международной арене, потом вот это вот булавой атомной бомбы там угрожать всему миру, это очень серьезно пугало международное сообщество. Это сегодня международное сообщество, в общем-то, определилось с возможностями, технологии все-таки идут вперед. За эти 20, ну даже 30 с лишним лет очень сильно изменилось в техническом плане, вообще мир изменился. М. Допустим, сегодня люди в кармане носят вот целые, я не знаю, информационное поле полностью в одном кармане может. М. Человек может заглянуть куда угодно, Ну, прочитать что угодно, информацию, значит, любую, не одностороннюю, как это делается в России, в частности, да, и сегодня, но вообще широко, абсолютно обозревать можно все, что угодно. Можно м, даже принять участие в определенных там каких-то м, беседах и так далее. Это очень сильный прогресс. И, естественно, на техническом уровне прогресс и в вооружении, и в возможностях. И в этом отношении Соединенные Штаты Америки все-таки остаются, потому что они умеют заинтересовывать и привлекать научных специалистов, там, мгм. самых прогрессивных там, и так далее, активно значит, создают им возможности, условия и так далее. И у них получается это. Потом у них есть институты, которые имеют опыт там, контроля и так далее, там, помощи. Или, там, и вот эти вот права и законы на территории Соединенных Штатов Америки, при всех их недостатках,
это не просто там слова, как в России. Это по правде закон, это закон, который, значит, Мгм. заставляют граждан и, значит, любые институты исполнять и, значит, жить и работать по Мгм. закону. И в этом отношении, вот, как сказать, прожив или, в смысле, живя, выросшие в Советском Союзе, где по большому счету закон это только декларация, а там Мгм. все время право сильного в России это абсолютно оно функционирует всегда. Дело в том, что право сильного как это исполняется? То ты на должность садишься, силовые структуры обслуживают тебя, суд обслуживает тебя и так далее. В общем, по большому счету, сильный, я имею в виду тот, кто Мгм. имеет власть и деньги, тот заправляет в России. Абсолютно никакого закона. Там будут говорить о том, что это везде так и так. Везде так, но не так, как в России. В Конечно. России преступление совершаешь, и за него можешь не ответить, потому что ты у власти, потому что ты имеешь мощную и так далее, силовые структуры, там, имеешь контакты. Это коррупция, вот это вот э, вообще люди рождаются и растут в атмосфере в этой. Они даже не понимают, что закон – это не взятки, Да. не Мгм. интриги, не подлость и коварство. И они призывают кого-то быть справедливыми, честными и так далее. И абсолютно не видят, в какой атмосфере, что они сами совершают ежедневно, куда уходят их деньги. Даже Мгм. человек, вот, по большому счету, если он получает за свой труд, значит, там какие-то средства, в смысле, смотря какой труд, конечно, выполнять, но и тем не менее, если он получает деньги, которыми не может содержать себя, там, жилище, оплачивать, там, эксплуатировать и так далее, там, технику какую-то, то это же нонсенс. Как можно так жить? А так живут все. Они ищут способы и средства незаконного, значит, существования для Мгм. того, чтобы улучшить. Это у них так официально, а там надо неофициально еще что-то делать. Это же такая страна. Это преступная страна во всех отношениях, начиная там от рождения, в больницу попадает человек, там не социальные страховки и так далее действуют, а наличные рубли в больнице. Я уже не говорю там об остальном. Это жизнь, смерть и так далее, похороны там. Ну, понятно. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Мгм. Ну, это я улыбаюсь не от радости или это, просто что делать, не будешь же Мгм. плакать.